12 апреля 1945 года в Ставке Гитлера пили шампанское. Свершилось чудо, которого так долго ждали. Умер Рузвельт. Все поздравляли фюрера, называя его провидцем. Теперь ситуация на фронте изменится. Америка больше не будет поддерживать Советский Союз, антигитлеровская коалиция распадется. Но уже 16 апреля, перед самым рассветом, берлинцы проснулись от того, что вздрогнула земля. Все поняли, это не землетрясение. Русские идут. Берлинская наступательная операция Красной Армии поставила точку в самой кровавой войне в истории человечества. Берлин. 1 января 1945 года. У скудных новогодних столов, которые уже не видали никаких разносолов, немцы слушают новогоднее обращение Гитлера. В то, что к ним обращается именно фюрер, многие не верят. Ходят упорные слухи, что Гитлер давно уехал из столицы, которая чуть ли не каждую ночь подвергается массированным бомбардировкам американцев и англичан. Информация о положении на фронтах Министерство пропаганды Геббельса тщательно фильтрует, но берлинцы уже знают, что городу грозит скорая осада, причем сразу с двух сторон. В начале 1945 года Черчилль уговаривает американцев скорее захватить Берлин, чтобы он не достался советским войскам. Если мы сознательно оставим им Берлин, хотя могли бы его взять, то такое двойное событие может укрепить их убеждение, что все сделано ими. Черчилль понимал, кто первым дойдет до Берлина, тот и получит лавры победителя гитлеровской Германии, независимо от того, какой вклад внес в ее разгром, сколько воевал и какую цену заплатил в этой войне. Первым ворваться в столицу Рейха и пленить Гитлера мечтал британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери. Годом ранее о намерении взять Берлин во всеуслышание заявлял на борту линкора «Айова» американский президент Рузвельт. Занять Берлин и добить зверя в его же логове обещал и Сталин, у которого была еще одна важная причина сделать так, чтобы советская армия в германской столице оказалась первой. Пока берлинцы гадают, кто вместо Гитлера обращается к ним с новогодним поздравлением, в самую драматичную фазу вступила операция, разработанная лично Гитлером. Она началась еще 16 декабря 1944 года на французско-немецкой границе в Арденнах, создать на горных массивах прочную оборону, чтобы на ее базе впоследствии развить наступление. Никто из начальников англичан и американцев не ждал контрудара именно здесь, поверив дезинформации немецкой разведки, что якобы наибольшие силы Гитлер сосредотачивает в районе Рура, а в Арденнских горах у врага сосредоточены лишь 2 танковые дивизии. На самом же деле на позиции англо-американских войск обрушили свою мощь 21 дивизия при поддержке почти 900 танков. Командующий американскими войсками Эйзенхауэр не сразу оценил серьезность положения. Передовые части США, принявшие удар, в беспорядке отступали, неся тяжелые потери. И 6 января 1945 года Черчилль обращается к Сталину с просьбой о помощи. На Западе идут очень тяжелые бои. Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января? Начать наступление на Германию советское командование планировало не ранее 20 января 1945-го. Подготовка такой масштабной операции, как Висла-Одерская, требовала времени. Еще 20 декабря Эйзенхауэр переподчинил британцу Монтгомери все войска, расположенные к северу от участка прорыва, в том числе и 2 американские армии, в расчете на контрудар, который отбросит гитлеровцев. Но Монтгомери нанес его только 2 недели спустя, ссылаясь на то, что ему нужно было привести позиции в порядок. Эта неторопливость британца дорого обошлась американцам. Свыше 100 тысяч американских солдат сложили свою голову в этой кровавой бойне. Потери британцев же составили чуть менее 15 тысяч. А на что же рассчитывал Гитлер? А вождь Третьего Рейха рассчитывал склонить одну из сторон к сепаратным переговорам, предложив открыть перед ними Западный фронт, прямую дорогу до самого Берлина. Сталин не мог не учитывать этого, когда получил от Черчилля запрос о помощи. Вдруг и сейчас союзники дадут слабину. Во избежание этого уже 7 января 1945 года Ставка Верховного Главнокомандования, учитывая положение союзников, решила открыть широкое наступление против немцев не позже второй половины января.
И 12 января в 5 утра по московскому времени на Висле ударила советская артиллерия. Войска Первого Украинского фронта под командованием Конева и Первого Белорусского фронта под командованием Жукова начали Висло-Одерскую операцию. Здесь за весь период Великой Отечественной войны были достигнуты самые высокие темпы наступления. В отдельные дни темпы передвижения пехоты доходили до 40 км в сутки, а танковыми подразделениями – до 70 км. Гитлер был в ярости. Ему пришлось отзывать части из Орденской операции на Восточный фронт, чтобы обязательно удержать оборону на Одере. Под лозунгом «Берлин будет обороняться на Одере», выброшенным им и Геббельсом, ежедневно отправлялись на фронт собранные отовсюду резервы. Даже 120 тяжелых зенитных батарей были сняты с ПВО Берлина и переведены на Одер для использования в наземных боях против советских войск. В результате, к концу января, немецкая ударная группировка в горах на французско-немецкой границе была разгромлена, не реализовав ни тактических, ни стратегических планов нацистского лидера. С этого момента на всем Западном фронте немецкие части начали отступать, открывая англо-американским войскам почти беспрепятственный путь в Германию. Но Сталин нисколько не сомневался, что его генералы придут первыми. Для броска на Берлин советское командование заранее определило плацдарм, город Кюстрин на западном берегу Одера, от которого тянулось прямое шоссе на столицу Рейха. Но немцы превратили Кюстрин в неприступную цитадель. На подмогу обороняющимся немецкое командование присылало все новые и новые подразделения, наспех сколоченные из призывников, юношей или, напротив, почти стариков. Настроения среди обороняющих Кюстрин царили откровенно пораженческие. Дошло до того, что в 4-й танковой армии командование распорядилось изъять у солдат все белые платки, чтобы не могли использовать их в качестве знака при сдаче в плен. И даже таких запуганных, не верящих в победу солдат гоняли в контратаке по 5-10 раз в сутки. В боях за плацдарм Красная Армия потеряла более 60 тысяч человек, из них 15 тысяч убитыми. Висло-Одерская операция позволила выйти Красной Армии на ближайшие подступы к Берлину. До главного вражеского логова оставалось всего 80 километров. Все ждали команды на Берлин. Жуков планировал взять его уже 15-16 февраля, но Сталин остановил наступление, чтобы выровнять фронты. И долгожданная команда прозвучала только в апреле. А к середине апреля англо-американские войска вышли к Эльбе, где и остановились по распоряжению Эйзенхауэра в соответствии с тем, как ранее на Ялтинской конференции договорились лидеры. Успехи Красной Армии болезненно восприняли в Лондоне. Черчилль понял, что Берлин останется за русскими, что вызвало поток упреков в адрес Эйзенхауэра и руководства США за то, что не опередили Красную Армию в штурме немецкой столицы. Но Эйзенхауэр хорошо помнил, как британцы едва не бросили его в Орденах, а штурм Берлина, по предварительным подсчетам, обошелся бы ему еще в 100 тысяч потерь. Для американцев это была слишком высокая цена за чужие амбиции. Для США Европейский фронт военных действий был вторичен. Американцы стремились уничтожить милитаристскую Японию и завершить войну на Тихом океане, где рассчитывали всерьез на помощь Советского Союза. А для Великобритании стояла другая задача – установить контроль над Европой. Поддерживать притязания британцев Эйзенхауэр не собирался. 16 апреля 1945 года в 80 километрах от Берлина по Зейловским высотам, главному рубежу немецкой обороны, разом ударили 14,5 тысяч советских орудий. Одновременно включились 150 мощных прожекторов, и тут же в бой ринулись танки и пехота. В течение 3 суток Зейловские высоты были взяты. Была полностью уничтожена 9-я немецкая армия, которая должна была пополнить берлинский гарнизон. 23 апреля 1945 года войска Первого Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев и ворвались в столицу Германии. Советским войскам в городе приходилось биться за каждый дом. Сейчас трудно передать отчаяние и ожесточение, с которыми сражались немцы за Берлин. Деталь, которая многое позволяет понять, это отчетная карта 5-й ударной армии боевых действий. 25 апреля. В течение всех суток, не прекращая действий в ночное время, войска армии вели напряженные уличные бои,
часто доходившие до рукопашных схваток и гранатных боев. 1 мая. За сутки корпус продвинулся на 125-500 метров. 28 апреля в руках немцев осталась только центральная часть, со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией. 1 мая был взят Рейхстаг. 2 мая капитулировали оставшиеся в городе немецкие части. Из бункера Гитлера вышла группа офицеров с белым флагом, и уже к 10 часам утра огонь был прекращен, и в воздухе над Берлином повисла непривычная звенящая тишина. Потери Красной Армии в результате всей берлинской операции составили около 350 тысяч человек. Это в 3,5 раза выше, чем предполагал Эйзенхауэр. Почему же Сталин решил заплатить столь высокую цену? Зачем нужно было гнать войска на Берлин, гнать порой через минные поля? Ведь решение о послевоенном разделе Берлина было достигнуто еще в ходе Ялтинской встречи. Но смысл все же был. В Москве знали об операции «Немыслимое», которая готовилась англичанами. Это было стремление Черчилля взять Берлин самим, не делить его с русскими и обернуть уцелевшие немецкие подразделения против СССР. Рузвельт, наверное, был бы не против, но в апреле 1945-го он умер. А взгляды нового президента Трумэна на Советский Союз совпадали со взглядами Черчилля. Взятие Берлина 2 мая 1945-го перечеркнуло все эти замыслы. Хотя была тут еще одна, самая важная сторона. Стремление Сталина любой ценой взять Берлин совпадало с устремлением советского народа, пережившего за 4 года войны столько страданий и потерь, сколько не пережили все остальные участники вместе взятые. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!